Привет, друзья! Всем привет! С вами Макс. И Юля. Сегодня мы с Юлей хотим поговорить о такой теме, как чаевые. Чаевые в ресторане. Юль, я думаю, что многие люди в России, включая меня, испытывают проблемы, когда ты приходишь в ресторан, ты поел, и тебе нужно оставить чаевые. Так, вроде с одной стороны ты должен оставить чаевые, с другой стороны ты не очень понимаешь, а за что ты оставляешь, почему ты вообще оставляешь эти чаевые. Ну, на мой взгляд, ты оставляешь чаевые, когда ты хочешь оценить качество сервиса в этом ресторане. Ну, с одной стороны, да, я понимаю, что чаевые это способ сказать спасибо официанту, да, По то есть сути, ты ему да. говоришь спасибо. Но часто возникает такая ситуация, что ты пришел в ресторан, ты поел, и обслуживание было, ну, обычное. То есть я редко встречал такое в России, чтобы официант что-то делал, ну, то есть официант принес меню, принес еду, унес еду, все. То есть нет ничего особенного, есть вот просто его обычное задание, которое он делает. Почему за них я должен оставлять чаевые? Мне кажется, как некая традиция, ведь у официантов очень низкая зарплата, и чаевые, на самом деле, это как такой способ их мотивации с точки зрения ресторана, да? Ресторан платит достаточно небольшую зарплату официантам, и официант понимает, что если он будет плохо работать, он будет зарабатывать мало. А если он будет проявлять заботу о гостях, то гости будут давать ему чаевые, и так он сможет зарабатывать больше. Не знаю, мне кажется, это какая-то кривая система, потому что, по сути, владелец ресторана перекладывает свою ответственность, да, за сотрудника, за его деньги, с себя на клиента, ну или на гостя. Ну, по сути, да. То есть какая-то странная получается ситуация. Владелец ресторана платит меньше официанту для того, чтобы гость платил официанту. Ну, я слышала, может быть, я не права, что, ну, когда, скажем так, первые рестораны, первые таверны появлялись, там, в принципе, не платили официантам, то есть они зарабатывали только то, что давали им гости, которые хотели поблагодарить их за обслуживание. За сервис, За да? сервис, да, за обслуживание, за сервис, а потом, видимо, это как, ну, прижилось как традиция, что ли, по крайней мере, в России, не знаю, в Америке, в Европе, но, не знаю, мне кажется, что я чаще всего оставляю чаевые, я не оставляю чаевые, если мне прям не понравилось. То есть для меня такой способ сказать: ребят, ну это было плохо. Да, но у меня какая-то другая позиция. Мне кажется, что я оставлю чаевые, если официант действительно проявил внимание какое-то ко Что-то мне. выше ожидаемого Да, то сделал. есть вот есть какой-то обычный базовый уровень, такой вот, да, нормально. Вот как должно быть такой вот, такой условно нормальная базовая вещь. Но если официант ничего не сделал лучше, то, ну, почему я должен его благодарить? Он просто делает свою работу. Я же не благодарю, не знаю, продавца в магазине за то, что он просто продал мне там минеральную воду. Правильно, он просто продал мне, он взял с полки воду, дал мне ее, я дал деньги. Все, я никак не благодарю, это обычное дело. Также и здесь, если официант не сделал ничего прям, что мне очень понравилось, почему я должен ему оставлять чаевые? Ну, ты можешь не оставлять ему чаевые, это Получается, зависит от твоей позиции. ну да, вот в этом плане мне очень, кстати, нравилось жить в Китае, потому что в Китае там как с чаевыми обстоят Там дела? вообще не принято оставлять чаевые. Да, удивительно, но в Китае действительно не принято оставлять чаевые. Ты поел, ты заплатил за еду, и все, ты ушел. Даже в дорогих ресторанах, я помню, вначале я когда-то пробовал оставлять чаевые, давать их официантке, она говорила: нет, 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 нет. Да. Вот, и не брала, и никогда у меня не брали чаевые в ресторане. И, ну, это немножко непривычно, но мне это комфортно. Я готов заплатить как бы большие деньги за еду, но не платить за вот какое-то непонятное обслуживание. Ну, ты
Ты была много в разных странах, в Европе, например, в Америке. Как там обстоят дела с чаевыми? Ну, в Америке есть прям традиция оставлять чаевые. И как ты знаешь, в Америке я как раз работала в сфере обслуживания. Так. И на американском круизном лайнере я, в общем-то, была официантом. То есть тем человеком, который чаевые оставляли. И, наверное, с тех пор у меня и появилась привычка официантам оставлять чаевые. Те, кто работали официантами, они понимают эту тему и оставляют чаевые, да? Да, и в Америке, на самом деле, зарплата для официантов, она чуть ли не... Есть минимальная ставка оплаты труда. Условно там, ну, когда я там была, это было много лет назад, это было $7.25. В час. В час. А вот у официантов это было в 2 раза меньше, это было около $4, потому что считается, что позиции, где могут давать чаевые, ну, в принципе, базовая ставка там может быть ниже. И, ну, вот я много работала с гостями на том же круизном лайнере, и все американские гости в 99% случаев оставляют чаевые. То есть... Но они Хорошо, американцы оставляют чаевые, если, то есть, если просто нормальное обслуживание, да, они оставят чаевые, если просто вот стандартный уровень. Слушай, ну я работала в очень дорогом ресторане, у нас были очень высокие требования к тому, как официанты должны себя вести, да, с гостями, интересоваться их жизнью, что-то рекомендовать, что можно поделать в круизе, то есть наша задача была прям коммуникацию выстраивать, поэтому мне сложно судить, потому что, ну, по сути, мы очень хорошо работали. То есть у вас уже уровень обслуживания был выше стандартного, да? Да, пожалуй, так, но в целом, насколько я вот могу судить, по там какому-то другому опыту в Америке, да, оставляют, в принципе, почти всегда. Ну, на моей памяти, возможно, конечно, тоже есть. То есть, получается, даже если обслуживание обычное, нормальное, стандартное, то это значит, что нужно оставить чаевые. Если оно плохое, то не оставлять. Да. А если оно такое элитное обслуживание, очень хорошее обслуживание, тогда дать больше чаевых. Да, но если это дорогой ресторан, предполагается, что гости могут давать много чаевых. Мои самые большие чаевые в жизни это было $100. $100? Неплохо. А в Европе как дела обстоят? В Европе тоже принято оставлять чаевые, причем зачастую, насколько я помню, уже могут даже их в счет включать. То есть тебе приносят... В России тоже есть некоторые рестораны, которые так делают. Тебе приносят счет, и там написано там плюс 15% или плюс 20% за обслуживание. Жуть. Не знаю. Наверное, ты можешь оспорить, сказать, что меня плохо обслужили, я не буду оставлять эти 20%. Но я знаю, что там зачастую включают уже в счет. Ну хорошо, давай подытожим. Какая твоя позиция по поводу чаевых? Моя позиция по поводу чаевых, что если у вас есть возможность ставить чаевые, и вы довольны сервисом, довольны обслуживанием, лучше их оставить. Но если там вы недовольны, или, например, вы, не знаю, заказали чашку кофе, и вам просто ее принесли, и все, то есть вы больше ничего не заказывали, там, на вас не обращали какого-то внимания, то в этих случаях, конечно, можно не оставлять. А сколько в процентах от суммы заказа в России принято оставлять чаевые? Вроде бы 10%. 10%, да, примерно? То есть, если ты, например, потратил 1000 рублей где-то в кафе, ну, или там в ресторанчике, то 100 рублей ты можешь оставить, Ну, да? как практика такая, 10%. да. 10%. Ну, моя здесь позиция все равно остается неизменной, некрушимая. Я не очень понимаю, почему я должен отдавать деньги человеку, если он не постарался, если он как-то не проявил какое-то, ну, хоть чуть-чуть больше внимания, чем вот обычно. Меню, что будете заказывать, да, окей, хорошо, ага. Ну, то есть вот я бы скорее не оставил чаевые, хотя это моя скорее такая ментальная установка, потому что по факту, ты знаешь, мы с тобой куда-нибудь ходим, мы все равно чаще всего оставляем чаевые, да. Слушай, а вот мы говорим только про официантов, но сейчас, например, для курьеров и для таксистов практически все приложения также предлагают оставить чаевые. Курьеру или таксисту ты оставляешь? Ну, ты знаешь, таксистам я оставлял чаевые, когда я платил наличными, но это было давно. Сейчас все происходит автоматически, Uber, Яндекс.Такси, да, там все списывается с карты, и обычно я могу поставить, там есть рейтинг, да, там 1 звездочка или
5 звездочек. Я чаще ставлю рейтинг. Если мне понравилось, я ставлю 5. Если мне не понравилось, я могу поставить 1, 2 или 3, да. Вот, то есть я обычно делаю так. Честно говоря, я не помню, чтобы за последний год я оставлял таксистам чаевые. По поводу курьерских доставок, ну, здесь, наверное, зависит от скорости доставки. Если доставили очень быстро, и если там все как надо, то в целом, да, с помощью приложения или с помощью наличных, ну, я иногда оставляю тоже чаевые. Мне кажется, это хорошая практика. А тебе? Да, я тоже зачастую пользуюсь такими приложениями, где можно оставить чаевые курьерам. Ну, я редко что-то заказываю курьерам, но я помню, что в пандемию, например, когда все проезжало на дом, я оставляла чаевые. А таксистам я, как правило, если довольна поездкой, я ставлю оценку и оставляю какую-то сумму. Ну, не 10% скорее от счета поездки, но, как правило, да, что-то оставляю через приложение. Да, давай спросим у наших зрителей, а что вы думаете по поводу чаевых и как в вашей стране относятся к чаевым? И вообще, оставляете вы чаевые или не оставляете, и почему? Нам будет очень интересно. Да, напишите, нам будет очень интересно. Напишите, да, и до встречи в следующем видео. До скорой встречи! А мы с тобой, Юля, пойдем куда-нибудь в ресторан. Нет, не пойдем, да? Мы уже дома покушали сегодня. Так можно поужинать? Поужинать? А где ты хочешь поужинать? Где-нибудь, где вкусно кормят. Например? Не знаю. Макдональдс? Да. Там можно не оставлять чаевые.